Ребят, привет. Опа, моя первая поклевка. Я опять выехал на бойлы карпа половить. Сейчас нахожусь на пруду стадион, тоже в Курской области выехал. И вот мой первый проводик. Ну какой-то слабый, он такой тук-тук-тук и стоит. И я думаю, надо все-таки его вытаскивать. А так, приятное ощущение, просто офигенные. С той стороны карп идет. И я опять на рыбалочке, на карпа, на бойлы. Кстати, ребята рядом ловят на кораблик, у них чаще идут поклевки. Не знаю, с чем это связано. Может быть, надо и мне корабль купить. Не, мне не нравится. Я ловил на корабль, не нравится. Потому что, ну, не мое, наверное. Прикормился бойлами где-то часа полтора-два прошло. Что, сопротивляться начал? Ребята, увидел свет, так как видеосъемка, я включил свет. Сразу налетела мошка, если вы видите, все летает. Просто кошмар. Привет, друзья! Всем, кто меня не знает, вы на канале Рыбалка с Ильей Приваловым. И это мой первый ночной карпик. Потому что днем у меня вечером не клевало, а сейчас вот стемнело и началось у меня поклевка. Опа! Ну давай, родимый, покажись. Тузик, не тузик. Бог с тобой, любая рыба. Главное, чтобы я ее вытащил. О, так нормальный. Смотрите, какой красивый. Ух ты! Yes! Yes, ребят, я его взял. Слушайте, вот это начало. Ребят, смотрите, какое начало. Вот такое начало. Офигеть просто. Вот что значит прикормиться просто бойлами. Ну вот, кило, как я говорил, 660. Ну пусть будет кило 700. Опа. Вот он. Вот он, наконец-то. Я потихонечку укрепляюсь. Дружище, ты, конечно, большой. Я ловлю это сверху пинапл и мандарин на новую оснастку, на новую вообще для меня. То есть я до этого не ловил, потом все покажу. Ну а сейчас рыбка. Особенность такая, что он, ну, не паровозил. Так, натянул потихонечку, потихонечку, а дальше как-то не очень. Давайте я сейчас взвешу, а то он не хочет показываться. Давай, кабанчик, взвесим тебя. Так, ребят, 8,110. Видите, там моргает, ну 8,110 пускай будет. Ну что, я надеюсь, что он успокоился. Вот такой карпик на 6,400. Гляньте, ну мне очень нравится. Не знаю кому как, но офигенный. Вот такой боец на 6400, потихонечку укрепляясь. Блин, у него хвост погрызен. Ну что, будешь ты погрызенным хвостом. Сейчас отпускать. Но он меня очень порадовал. Но хотя бы поклевка такая была нежная-нежная. Опа, давайте отпустим. Слушайте, ну мне нравится начало. Реально классное начало. Вот, что он клюнул. Приятное сопротивление, прям дал бой прямо у моста. До этого как-то не очень открылся. И вот именно не очень паровозил. Но вообще приятный карпик. Давай, главное не тузики. Вот что дает прикормка бойлами. Я вам завтра все покажу, чем прикармился в ночь. Давай, давай. Какой-то ты неторопливый, уволень. Поэтому тебя хвост отгрызли.
Ну, давай. Ну, так вальяжно, вальяжно. Видать, здесь карп такие неторопливые, неторопливо проводит, неторопливо идет обратно, но бой дает только здесь. И неторопливо уходит. Вот такое начало видео. Дальше будет интереснее, я уверен. Смотри до конца. Обязательно подписывайся. А когда подписывайся, ставь колокольчик. Для того, чтобы следующее видео, к тебе пришло оповещение, что вышло новое. Продолжаю, перезакидываюсь, дальше ловить. Так, ребят, ну, насаживаюсь, решил не тянуть. Сразу же поставить ту же самую насадку. Я насаживался, вот, ну, как и говорил, на Juicy Pineapple. Вот этот был. Это был у меня сверху, желтенький, вот он, видите, вот. Я отрезал, чуть-чуть больше половинки оставил. И для меня новый вкус тайгерина. Вот, видите. Я, честно говоря, как и все вот консервативные люди, очень так настороженно к новому. И поэтому все стали тайгерин делать. Я думаю, ну блин, что опять все вот в моду куда-то идут. Первая поклевка и на нее. А кормил я эту точку тоже тем же самым, только кормовым тайгерином. Но немного я по-своему сделал там закорм. Но кормил именно целыми половинками. Поводок у меня комбинированный. Вот флюорокарбон. И здесь вот. Кстати, этот поводок есть на моем канале. Смотрите. Вот этот тайгерин по запаху Pineapple перебивает, правда. Он вот, знаете, вот как мандарин есть, вот шкурки, вот такие цедры. Цедры прям пахнет нереально. Это мое личное впечатление. Поэтому, если бы он ничем не пахнет, я бы так и сказал, ничем не пахнет. Но он прям реально пахнет. Вот. И у меня вот такая насадка получается, взвешенная. Вот. Такую насадку сейчас закидаю. Прямо 100 метров. Пошел опять отматывать на колышках и закидываться. Вот это да. Вот это да. Все, бежим. Эх ты. Ничего себе. О, здесь. Сидит, ждет. Ночь. Поклёвка. Вторая точка. Здесь стоит тигровый орех бойлый. И прикормленный тигровым орехом. Поклёвка. Ух ты. Неплохой. Вот это да. Вот это машина. Ой, я как бы килограмм не 8. Сейчас здесь. Сейчас, ребята, хочу в мешок его положить, а завтра уже взвесить нормально. О, ёб твою задницу. Слушайте, ну он прям хороший. Надо это. Его будет завтра и сфотографировать, и взвесить. Это реально червонец, как минимум. Вот, смотрите. Завтра днем все взвешу, покажу. Ну, водоем приносит сюрпризы.
Я, правда, не ожидал. Хорошая рыбка. Давай, давай. Опа. Вот такое просыпание. Опять не пойму, что происходит. Пикает и надо куда-то бежать. Но вот такой трофей. Завтра взвешу. И это явно зачервонить. Сейчас перезакинусь. И клюнула как раз на бойл тигровый орех. Плюс поп-ап тоже от тигрового ореха. Прикармливался я как раз точку тоже бойлами, одноименными тигровый орех. Здесь вот плескались туземы, все остальное. Ребят часто поклевывал. Я думал, сейчас пойдет, прям быстро поклевки, все остальное. А нет, меня не клевало, что-то как-то была тишина. И вот начинают поклевки такие подходить, вот именно на бойлы, клевать. Вот такие хорошие экземпляры. Меня радует. Главное не количество уже, а главное качество. Итак, ребят, смотрите, в 12 часов у меня была поклевка. Сижу, в принципе, на водоем смотрю. Мне очень нравится все, потому что, ну, хороший карп клюнул. Завтра буду с утра взвешивать его, вам покажу обязательно. Здесь вот по периметру есть 11 фонарей. И я вот сразу не сориентировался, надо было на фонарь, наверное, ориентироваться, точку ставить начну. Потом переориентировался, закинулся, вот, и уже закидывался на фонарь. И я прикормился, полностью прикормился. Даже лучше, чем днем, потому что днем был ветер. А сейчас прям по-спокойному я закинулся, 2 точки прикормил, прям изумительно, все, спомба на месте. Вот. А днем у меня получился казус. Один спомб сломался большой, 2 маленьких вообще оторвал. Блин, сидел злой, думаю, что делать-то. Вот. Потом один починил и вот ночью спокойно все прикормил. А сейчас смотрю на водоем, лягушки квакают, соловьи поют. Сейчас вам покажу его. Не могу сказать, что водоем очень сильно освещается. Здесь нет иллюминации. Ну и вот как-то не могу сказать, что здесь нет освещения. Такое присутствие, что такое вот нормально усредненное освещение, и оно не мешает, и как бы ловли, и не раздражает совершенно. Потому что на 2-3 сектора примерно есть фонарь. Лягушки квакают, но я вот до этого, когда ложился спать, очень хорошо заснул, правда. Думал, блин, лягушки квакают, соловьи поют. А тут раз-раз и не заметил, как заснул. А потом сигнализатор. И вот сейчас сижу, как бы адреналин еще гуляет. И, наверное, сейчас тоже буду ложиться спать. Сейчас спокойно прикормился, все хорошо. И жду следующей поклевки. Получается, одна поклевка была где-то в районе с 8 до 9 часов вечера. Вторая поклевка в 12 ночи. Ну, если каждые 4 часа ночи будет у меня укрупняться, вот так рыба, то, надеюсь, я побью свой даже рекорд. Здесь, говорят, 20-ки есть, поэтому, ну, жду, надеюсь на нее. Думаю, что будет еще ночью, а еще и утром. А рыбка здесь плещется. Я наблюдал, когда вечером смеркалось, и сейчас ночью она выходит, и прям всплески хорошие. Здесь плотность рыбы прям хорошая. Видно ее. Так что жду поклевку. Доброе утро. Поперло. Сейчас бегу. Серединка поехала. О, уже опустила. Подразмотал уже, успел. Получается, уже 3 удилища разные, все 3 удилища клюнуло. И осталось у меня только одно ближайшее. Ух ты! Будет тузик небольшой.
ход демон с кислой грушей сработал. Ребят, ну, магия чисел 4 часа. То есть 12, 4. То есть примерно каждые 4 часа поклевка. И вот такой бодрый туз. Смотрите, смотрите, ну он просто очаровательный. Он прям такой-то. Ну реально бодрый. Разбудил меня под утро. Поклевка была на кислый груз ход демонов. Раз на ход демона идут вот такие малыши, значит сейчас уберу его. Ну давай, друг. Пока. Ой. Странно, но вот на сладкое шли побольше. И кстати, вот опустишь подсак, вот такая мелкая селявка с палец застревает. Вот, если вы видите. Видать, здесь рыба кишит. А буквально подсак простоял минуту, пока вот я настраивал, там мат поставил. Вот такое бодрое утро. Продолжаем ловить. Сейчас обязательно перенасажу. Обязательно отобью на маркере длину и прикормлю. Но кормлю я немного, где-то спонбов 5. Ну и спать, наверное, лягу. Вот такое доброе утро на пруду. Кукушка, кукушка, сколько поклевок-то будет у меня? Да кукуй мне. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8? 8, ты чё, блин? Так мало? 9, 10, 11. Давай еще. Вот зараза. 11 поклевок. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну хватит, хватит. 21. Да это много. Хватит, хватит. 22. Хватит, все, передохни. 23. Да не, все, хватит. Ближайший проводит. Давай. Ребят, поставил эксперимент. Вот прямо вот здесь 24 метра поставил именно оснастку на русло. Думаю, может что-нибудь клюнет. И не убирал. Думал, утром встану, сниму. Клюнуло. Клюнуло. Эксперименты работают сегодня. Я немного в шоке от того, что все, что я поставил, все сработало. Все точки сработали. Все насадки сработали. Как так может быть? Фантастика какая-то. Начинает. Хороший экземплярчик.
Ух ты, не устал. Да что ж ты устраиваешь-то? Опа! Ну что, Свитокстопус сработал. Слушайте, такой экземпляр и так близко подошел, я что-то как-то в шоке даже. Смотрите. Ну хорош же. Ух ты, ёхарный бабай. Вот это экземплярчик. Неожиданно. Хороший экземпляр. Слушайте, неожиданно для меня сработало. Это просто бомба. Русло у меня прям под мостом. Оно заканчивается, выход с русла как раз заканчивается у меня здесь. То есть вот здесь прям вот русло идет. 24 метра начинается выход из русла. Там глубина где-то получается 3 метра. Если я ловлю, все точки у меня 1,20 м, 1,5 метра, то здесь получается 2 метра. Я ее прикармливал, думаю, дай возьму, попробую одну, вот прямо одну. Точечку поставлю. Ну, какие губы у тебя изорванные. Вот. И она сработала. И сработала почему-то днем, я ее ночью ждал. И пришел вот такой зеркаша. Выпогля. Ну-ка. Ну, посмотрите, ну, тут просто классный, хороший карп. Да? Спасибо, дружище, что клюнул. Сейчас я его, наверное, взвешу. 7,5. Ну, минус кило 700, 660. Да, получается чуть меньше на 100 грамм 6 килограмм. То есть 5 900. Утренний карпик, который здесь с 24 метров, просто бомба. Я такого не ожидал. Эксперименты все, которые я ставлю и делаю, работают. Все насадки, которые поставил, все работает. И точки все работают. При том, что я не корабликом, и люди очень много здесь корабликом, а я спамблюсь. Здесь важна точность заброса. Именно, чтобы в точку попадать, и в точке приходит карп. Это вот мне сразу сказали, когда я сюда ехал, главное точность. И все работает. Классно. Ну что, давай, друг. Все, пошел. Отлично. Ближняя точка, которую утром я прикармливал с Свитоктопусом. Вот. Вторая точка, это была точка, ближняя была 24 метра, потом было 19,5 оборотов. Это 78 метров. Вторая точка у меня была как раз тигровый орех. И третья точка, самая дальняя, 100 метров, у меня был мандарин. Отовсюду были поклевки. И самое главное, что рыба подошла как раз, вот, ну, довольно-таки, ну, 2 часа это нормально, быстро. И каждые 4 часа были поклевки. И ловил я в основном, и немного кормил. Где-то 5 спомбов по прикормке. Потом, когда клюнул, еще 5 спомбов. То есть я там гору не насыпал. Вот. А вот эта точка, которая Свитоктопус, она вот здесь стояла. Я вообще ее не первый раз прикормил, там пондов 7, и все. То есть она стояла до утра, пока не клюнула. Я думал, утром я ее вообще сменю, уберу, здесь ничего не клюет. Нет, подошло. Так что бойлы наши, как говорится, если мы закидываем, лежат. Но я сделал некоторые особенности такой. Я когда ехал, я планировал, что не буду зерновые применять. По одной простой причине: здесь небольшой карп, очень быстро приходит на зерновые. И мне хотелось все-таки укрупниться. Я читал по отчетам, смотрел, ребята ловят. Если зерновые добавляют и мелкие крушеные там бойлы, еще что-то такое, подходит более мелкий карп. Мне хотелось уйти больше. Ну, я думаю, что мне поймал рыбу. И только один был мелкокарп. Вот. И мне это удалось. Что я сделал? Смотрите, по приезду, как только я приехал, я, прежде чем ставить, так как у меня было 3 точки, я взял 3 ведра воды
И 3 точки засыпал бойлами. У меня где-то ушло, сейчас уже сутки, 3 килограмма на одну точку. Нет, поменьше. 2 точки по 3 килограмма и одна 2 килограмма ушло. То есть получается 8 килограмм бойлов. Ну вот сейчас вторые сутки. И я не собираюсь усердствовать. Вот. Так. Давай сквидик тоже. Вот сквиды я меньше использовал. Так как у меня точка ближе была, кучность попадания лучше была, поэтому сквиды я меньше использовал. Бойлы резко обычные. И бойлы я резал пополам. И я резал эти бойлы где-то 50% у меня были целые, 50% резанные. То есть я не стал мельчиться совершенно. И это, мне кажется, дало свой результат. Это первый фактор. Ребят, смотрите, я накрушил, но где-то всего лишь третью часть. Остальные оставил я крупные. Цель была ловить именно на бойлы и поймать более крупную рыбу. Поэтому я больше целых оставил. И, кстати, не пожалел. Работают бойлы, долго лежат, и все отлично. Не сжирает их так массово карп. Ну, мелкая рыба не сжирает, карп подходит и ест. Первое, что я сделал, я набрал воды и залил, ну, прям вровень вот. Прям вровень с бойлами ровно. Вот, если видно, здесь прозрачное ведро вровень. И залил одноименными ликвидами. Тем же самым мандарином. Но где-то я заливал, вот видите, я чуть-чуть использовал. Где-то грамм 100, не больше. Так, это у меня тигровый орех. Вот. Ликвид. Видите, он мутноватый чуть, его видно, как он работает. То же самое с мандарином. И третья точка у меня была и остается. Но у меня не было сквитоктопуса. Здесь сквитоктопус. Я криль взял. Ну, я не знаю, грамм 70, там, не больше 100. И вот так оставил на 2 часа. Смотрите, все это, пока я раскладывался, ротпот, удочки, там, маркерился и все остальное, прошло 2-2,5 часа минимум. И бойлы за 2,5 часа с половиной начали работать. Они написались первые не илом, той водой, которая внизу. Мне кажется, в этом одна из преимуществ, то, что ты кидаешь на дно, и там ил. Как раз первым делом написывается ил, а потом он начинает отслаиваться и работать. И запускается бойл гораздо позже, когда вы прикармливаете свежим бойлом. Мне кажется, вот как раз, когда я уже начал закидывать, пошло отслоение. Вот. Я оставил специально те бойлы, которые уже к утру, они, конечно, сильнее расслоились. Вот, сейчас покажу их. Но работа началась бойлов сразу. То есть они впитали воду, пруда с ликвидом. И когда я уже закидывал, они падали на дно, они не напитывались илом, тиной, которые там внизу. А уже начинали по-своему отдавать запах, и рыбка начала на них активнее подходить и на них реагировать. Это вот тигровый орех. Вот так бойл отслаивался. Видите? Кстати, вот частички тигрового ореха, вот белый, потом красное что-то такое, я не знаю, что это такое. Но видно, что кукуруза желтенькая есть.
конопелька. То есть бойл весь такой вот живой, как говорится. Вот мандарин. Бомбический запах просто. Вот черная это конопелька. Получается еще какое-то семечко какая-то. И вот так вот бойл уже, видите, вот сутки прошло, то есть влага шла к нему, и вот он хорошо работает. Ребят, ну вот так, наверное, должен бойл работать. Неудивительно, что вот бойлы, которые я замочил, и они потом начали работать, они не остались деревянными лежать на дне, а именно отслаивались. Дело в том, что где-то часов через 5 я с них слил воду. Ребята, аромат просто бомбический. Если бы какая-нибудь была, я не знаю, сыпуха можно было засыпать и как-то это сделать, то вот все 3 аромата, когда я сливал, то есть бойлы стали сильно отдавать аттрактацию. Они напитались, конечно, ликвидом, но и свою вот отдали аттрактацию, и просто все было просто, ну вот, запах был бомбический, когда сливал, и цвет вроде, и запах просто стоял, аромат просто нереальный. Так, я свою прикормку поставил, сейчас жду 2,5 часа, и потихонечку по 5-3 спомбы буду закармливаться. Красиво, одуванчики. Целый берег одуванчиков. Так, ребят, сейчас хочу принести как раз ночного карпа и показать вам ее, сфотографироваться, взвесить. Сразу его, наверное, на весы. Ну, мешок грамм 500. Мне нравятся вот карповые мешки, когда можно в них еще взвешивать. Все-таки это кайфово. Так, 12,03. 12,02. Слушайте, ну вот он, ночной гость. Получается, ну, здесь 300-400 грамм, наверное, весит мешок. Я его обязательно свежу. Ну, 1,5 в нем есть четко. Моя за десятка. Вот такая ночка. И я просто в кайфе. Не дается. Я давно не ловил хорошую рыбу, но не дается и все. Я не знаю. Сейчас еще чуть-чуть подожду. Вот такой 1,5 карп. Меня порадовал ночью. Пришел, кажется, на тигровый орех. Просто бомбически большая рыба для меня. Это просто хороший. Ну, мне нравится. Вот такие его побольше, почаще. Что? Поклевка? Ребят, просто классно. Вот так они клюют здесь. Здесь нет диких паровозов. Но вот поклевывает. Наверное, сейчас следующая поклевка. Надо его выпустить быстрее. Ребят, ну мне кажется, он все-таки похож на слиток золота. Опа! Ух ты, ух ты! Вы видели как? Слушайте, ну очень сильная рыбка. Прям море эмоций. Отличная рыба. Как только в воду положил, сама еще и ушла. Я думаю, сейчас надо все-таки уже прикармливаться, точки обновлять. Ну, не обновлять новые, а вот именно прикармливать и ждать поклевки. Клюет она периодически и подходит вот через какой-то период времени. Прикормил, подошла через 2-3 часа. Это очень хорошо.
Отзыв есть. Ловим дальше. Ребят, было 2 зацепа. И сейчас вот третья поклевка. Прям вот волна гонит, а поклевки-то идут. И я уже прям сильнее тащу. Да не. Ага. Я уже вытаскиваю дуром ее, эту рыбу. Форсированно, потому что чтобы она не ушла опять в коряге уже. Но третий обидный сход уже надоело. Приятная рыбка. Опа! Все. Соседи подошли, помогли. Спасибо. Спасибо. Ребят, солнышко стоит, все высохло. Надо мат полить, чтобы не обжечь рыбу. Ну, в общем, первая рыба в зацеп, все, глухое ушла. Вторая паровоз, зацеп, ушла. Вот третья. Рыбка реагирует именно на корм. Опа! Вот такой карпушка. И, кстати, все насадки те же самые, они работают. Опа! Сейчас закрою, чтобы он успокоился. Так, ребят, ну, наверное, сразу и взвешу его. Потому что мне рыбка нравится. Она такая небольшая, но она пузатая, прям не набита. О, смотрите. Ну, давай, расперись. Дружище, давай. Вот такой карпик. Мне интересно, сколько он весит. Так, погнали. Взвешивание. Я же говорил, он такой круглый. 8 килограмм, ребят. Вот. Смотрите. Семь 900, 8 килограмм. Так, ребят, в общем, получается 8 килограмм минус кило 700. 6 300. 6 300. Опа. Ну что, отпускаем бойкую рыбу. Достала массу удовольствия после 2 обидных сходов. Наконец-то. Давай, дружище, спасибо, что клюнул. Ох ты. Все, ушел. Блин, вот такая рыбалка. Поклевки идут как-то периодично 3-4 часа. Но рыбка хорошая. Такая 6300, 6400. Ну, в общем, 11500 самая большая пока. Но надеюсь, дальше шагну. Итак, ребят, взвешивался, отпускал, смотрел, вытаскивал, поклевки были. Сейчас добрался до насадки. Хочу сейчас все переоснастить, так же, как вчера вечером, и закинуться. Единственное, что я один поп-ап по насадкам. Я экспериментировал, в этот раз я ловлю, чем кормлю, тем и ловлю. То есть у меня прикормочных 3 пятна, соответственно, у меня было 3 насадки. Первое, это тигровый орех. Дистанция где-то 100 метров здесь была. Вот насадочка. Поп-ап тигровый орех и насадочный тоже тигровый орех. И кормлю я тоже тигровым орехом. Я не, вот все скажут, там, ой, бойлы, дорого, все остальное. А я не кормил много. Я, когда закинулся, закинул 5 спомбов. И потом после поклевки ночью еще 5 спомбов. Сейчас уже где-то 9-10 утра. Сейчас еще 5 спомбов. То есть я много не кормлюсь, я именно бойлами кормлюсь. Вот. И поп-ап я его всегда путаю. Он такого цвета, как кислая груша Симура. Но
Вот мне нравится этот цвет, именно из-за цвета. Он очень яркий, мне кажется, будет на дне. Вот. Перенасадил его, тонущий внизу и поп-ап сверху. Так, второе. И, кстати, мне кажется, вот это на 1,5 принесло. По видео надо посмотреть будет потом. Тестирую. Для меня новый аромат мандарин. Мандарин, я всегда скептически к нему относился. Но вот когда замочил его, бойлы, и прикормился, я понял, что аромат прям сильный. Сильнее, чем Juicy Pineapple. Вот Juicy Pineapple Pop-Up и мандарин. Ну, он хорошо ощущает аромат. Это именно, вот именно мандарина. Вот. А нам что и нужно, чтобы аромат шел сейчас. Потому что здесь такая вот немного раньше заболоченная местность была. Вот, поэтому здесь сил есть, и аромат здесь играет роль. И последнее, то, что клюнул с утра. Реально, ребят, 24 метра. Точка ниже у русла, то есть там холоднее вода, но все равно рыба туда пришла. И там я прикармливался сквид октопусом, соответственно, у меня насадочный сквид октопус, а сверху я кислый асид-пир, кислотная груша садил. Вот. Тоже она была желтенькая. Смотрите, хочу отдельно остановиться на этом поп-апе. Сейчас покрупнее покажу. Когда мне его показали, сказали, это у нас мультицвет. То есть здесь в наборе 3 цвета. Розовый, такой чуть ближе к красному, желтенький и салатно-зелененький. Я когда понюхал его, вот он и сейчас прям свежий, но он ничем запах не отличается от фирменных, там, сисимуровской кислой груши. Но цвет бомба, 3 цвета. И я подумал, даже так и сказал, наверное, надо выкинуть все мои бойлы, оставить эту банку с 3 цветов, именно вот этих, и на них ловить. И она принесла поклевку, несмотря на то, что помост рядом, рыба не подходит, но все равно пришло нажрать бойлы. Именно рыбка здесь очень любит питание, я так понял. Вот. И подходит на бойлы, с удовольствием ест их. Я Hot Demon заменю, поп-апик поставлю все-таки день, банат Скопикс. Подрезал его под 8 крючок, чтобы он не поднимал его сильно. И сейчас его закину, поставлю. Так что вот такой сюрприз от Hot Demon мне принес. Я его не буду дальше ставить. Буду ловить на те насадки, которые есть. И потихонечку, может быть, менять. Поп-апики поставлю потом, попозже, если вдруг какие-то проблемы с клевом будут. Ну что, ребят, точки прикормил, насадки посадил, отклипсовался. Все. Теперь полетели в бой за карпом. Для того, чтобы, когда не надо перезабрасывать, после поклевки, конечно же, нужно отмеряться. А чтобы не отмеряться, когда просто перезаброс, то я вот маркером сантиметров 30 рисую отметку, и все. И снимаю клипсу. И на каждом удилище так делаю, и все. Нормально. Так. И на дальние 2 точки. Все, как говорится, пушки заряжены. Ждем поклевки. Ребят, вот сигнализатор не поставил, уже начал раскручивать. Сейчас вот замерло. Ну что, будем тогда ловить ее. Ребят, поставил. Сигнализатор еще не поставил, а просто типа, чтобы леска осела. И он уже уехал. Я стою, клипсуюсь старую удочку. А это едет, блин. Ко мне подошел на точку карп и встал. Слушайте, ну вот это да. Я даже не ожидал такой эффект от бойлов. У меня стоит вот это удилище, второе. Еще 2 я
одно клипсую, а другой шок-лидер нет. Я должен перевязать и закинуть. Вот тащу. Прям там корни какие-то есть. Видать, чувствую, аж по ним заплывает карп. Но приходится экстренно вываживать его, уже не отпуская фрикцион сильно. Конечно, он отпущен, но чтобы можно было его перетащить через эти корни. Это такая особенность здесь на водоеме. Вот эти корни. У меня уже 2 зацепа было, я уже не хочу. Все, вроде наверх вывел. Уже пошел не по низу. Надо поставить сигнализатор. А то сейчас запровозит. Походу дела там карпы стоят в точке. И в одной, и во второй подошли. Фух. Ребят, не успеваю ничего делать. Поэтому бегал там, здесь. Бегал. В общем, первым делом я поставил 3 удилища. У меня 3 удилища стоит, но одно уже начинает пиликать. И я что-то уже в напряге в каком-то. Что вот пошел выход какой-то непонятный. Так. О, это Squid Octopus. Поп-ап. 10 миллиметров. Вот. Вот он. И хорошая такая, 5-6 килограмм. Я немного не привык к такой активности. Вот правда. Смотрите, вот такой карпик. Ох ты. Загляденье. Ну, в общем, где-то 6,5 килограмм, вот как я ловил до этого. Вот такие карпики сейчас подошел. Не буду я взвешивать, потому что, ну, реально не успеваю перенасаживаться, закидываться, а еще даже не прикармливался. И сейчас середина дня. Ну, не знаю, время сколько. Если я в 12 все это сделал, то сейчас часа 2, наверное. Все, один за другим идут поклевки, отрывы, 2 отрыва, 3 поклевки. А одна поклевка была, вот поставил, она прям едет. Еще сигнализатор не включил. Так что вообще вот такой адреналин просто нереальный. Ну что, давайте отпустим карпа. Какой-то реактивный или спокойный, я уже запутался в вас. Давай, уходи. Ну это вальяжно. Он еще развернется 2 раза в карповом мате, поплывет напротив, да? Давай. Все. Давайте со следующими карпами. Сейчас надо приоснаститься быстренько, вот эту удочку закинуться, а потом прикормиться еще. Раз пошел ход карпа, надо его поддерживать. Итак, ребят, немного по базе отдыха. Мне очень понравилось. Она называется база отдыха стадион, потому что здесь еще есть дополнительно много разных услуг. Но об услугах позже. Сейчас я покажу свой сектор, где я стою, что в нем есть. То есть при подходе нормальный сектор. Сделаны. Здесь вот заезд не приветствуется, поэтому всех завозят на оке. Такая ока есть, в нее все вещи грузят и сюда завозят. Вот у меня я, получается, поставил палатку прямо по это. Ну, ребята вон дальше стоят, они к дороге. Дорога есть, это вот для того, чтобы ока сама ездила. Вот. К сектору идет лестница. Я вначале думал, блин, опять по лестнице бегает, это не очень хорошо. Лестница очень надежна, потому что у нее железное основание. Также сделан помост, у него железное основание, то есть не трясется, ничего, прям вот идешь как монолит, как по бетонным ступенькам, приятно все. Вот, помост 3 на 6 метров, но когда я приехал, была волна, здесь 15 сантиметров всего лишь высота, если большой ветер, то волна гонит и помост снизу бьет водой, и он как бы нежелательно там ставить палатку, лучше здесь ставить палатку.
чем там, потому что если вы поставите там палатку, а волна будет большая, то может вода быть на полу. Это не очень приятно. Вот. Кстати, особенность классная. Вот у всех мусорные мешки вот такие стоят. Я на 2 суток приехал. Через сутки приехал человек и говорит, я у вас мусор заберу. Я говорю, а зачем, дружище, он же еще полпустой, я тогда чуть-чуть только закинул. Вот он говорит, нет, я лучше вам все поменяю. Блин, ну это сервис, это приятно. Вечером, утром, днем обходы. Вот. И, ну, смотрят, наверное, за безопасностью. Здесь постоянно люди. То есть это не один охранник, вы приехали, отдали, и он там где-то там что-то есть. А нет, здесь 2-3 человека. И постоянно следят за чистотой, именно за сеткой. Смотрите, вся база, вот как вы видите, вот по периметру, вот она. Да? Она вся огорожена. Сейчас покажу ограду. Она вся огорожена. И везде есть дорога, и везде есть место для палатки как раз по этой дороге. Огорожена вот таким забором. Вначале я подумал, детки в клетке. Но нет. Мне наоборот понравилось. Я последнее видео у меня там есть в Астрахани. Мальчик добрый приехал, говорит, у вас как, клюет, все хорошо, когда мы в Астрахани дикарями стояли. Вот. Я говорю, да, хорошо, поклевывает, такая-то рыба. Он говорит, а шакалы ночью не выли? И тут я понял, что мы ночевали, а могли и волки подойти, шакалы, все остальное. Поэтому ваша безопасность превыше всего на этой базе. У вас есть небольшой забор, ни животные, ни люди не зайдут, все будет в сохранности. Я мало знаю прудов, которые огорожены все со всего периметра. Вот. И лес. Здесь лес, небольшой какой-то заболоченная речушка есть, еще что такое. Соловьи, кукушки поют. Я думал вначале, как я буду спать, еще жабы вечером запели, там лягушки. Я думаю, как будем спать? А нет, как убитый спал. Все отлично. Ребят, как раз вот и сейчас вот птицы поют, вы можете их слышать. Вот, поэтому все отлично. Вы побываете на полноценной природе, но вам не нужно будет соприкасаться, как говорят, с лесом, вы в цивилизации. Также, так как это база отдыха, стадион, то здесь есть, естественно, баня, какое-то кафе, там еще что-то, такой магазин. Но, ребята, одна из особенностей базы, которая мне понравилась, это туалеты. Сейчас я вам покажу внутри, вы поймете. Там стоит полноценный унитаз с водой. Смотрите. Вот туалет. Тыдын. И вода есть. И сливается. Вот. Ну, туалет здесь полноценный. Вода есть. Бумага даже есть туалетная. Так что и мусорное ведро под бумагу, чтобы не кидали. Вот, так что все удобства. Как на туристической базе. Ну что, друзья, моя рыбалка заканчивается. Я собираюсь с Настей, уезжаю. Наловился, правда, вот просто нереально классная рыбалка получилась. Средняя навеска от 6 килограмм плюс. Рыбка бойкая, хорошо клюет, отлично реагирует на корм. Кормите боями, она придет. Чистыми можно. Вот, крупнее придет. И хочу сказать спасибо водоему за то, что есть такой прекрасный водоем. Надеюсь вернуться сюда, потому что очень-очень хорошо отловился. Вот. Ссылку на водоем я оставлю в описании. У них есть группа в ВК. И там по всем условиям, стоимостям уже напрямую у них узнавайте. Вот такая классная рыбалка получилась. Всем, кому понравилось, подписывайся, ставь лайк и колокольчик обязательно, чтобы пришло оповещение о новом видео. Всем не хвоста, ни шеи. До новых встреч.